Всем привет! Сегодня я буду менять газовые фильтры грубой очистки на редукторе и тонкой очистки. Еще они называются, значит, паровой фазы и жидкой фазы. Вот, у меня тут остался клей, я на зиму обклеиваю эту магистраль. Вот, значит, снимем оба фильтра. Этот я вскрою. Прошли они оба 10 тысяч километров. Вот, поставим новые. И, собственно, есть момент один. Вот, я сейчас вам покажу. Значит, подключимся к ноутбуку. Вот, и посмотрим давление газа, которое мы сейчас имеем. Итак, вот мы видим давление газа. У нас сейчас порядка 1 барреля. Вот, программа показывает где-то 0,97, 0,98. Итак, фильтр тонкой очистки я открутил. Вот так вот он стоял. И вот на штуцере впуска есть вот такие масляные следы. Это конденсат газовый. Вот, на обратной в принципе нету. Но часть все равно попала в форсунки. Это по-любому. Вот, но вот такое, значит, замасливание, этот конденсат на фильтре. В принципе, скорее всего, редуктор тоже засранный. Ну, в ближайшем будущем я его буду разбирать, делать по нему видео. Но это будет уже или ближе к зиме, или зимой. Вот, значит, фильтр этот я снял. Значит, чтобы фильтр на редукторе снять, нам нужно сейчас на баллоне перекрыть вентиль. Вот этот вентиль мы закрываем. В принципе, можно менять фильтр, когда газ кончится у вас. Меньше, собственно, проблем будет. Кончился газ, поменяли фильтра, заправились. Так, все, закрыл клапан. Теперь я выкручу 3 болта с крышки фильтра. Они под шестигранник идут. Вот, и вытащу фильтр. И еще один момент. Сама магистраль, если будете менять фильтры или шланги у вас, пора уже в замену. Сама магистраль должна быть как можно меньше. Вот, и фильтр ставьте, чем ближе к форсункам, тем лучше. И после фильтра ставьте, собственно, вот, значит, идет датчик температуры, здесь идет, и тройник такой, идет он на map сенсор, показывает давление газа. Вот, ставьте его после фильтра, то есть вот с редуктора у вас идет газ, фильтр, потом датчик. И все это как можно должно быть короче, вся магистраль, и датчик с фильтром как можно ближе к форсункам. Так у вас будет система работать правильнее. У меня изначально, когда ставили газ, мне его поставили под запаску. Да, я не сказал, автомобиль Нива. Вот, подставили под запаску. Там есть адсорбер. Вот, собственно, прям над ним поставили. Во-первых, он там зимой особенно обмерзал сильно. Я его перенес вот сюда, вот между ресивером и воздушным фильтром вот поставил. Сразу, собственно, много проблем решилось. Во-первых, шланги отопления редуктора, они там, ну, максимум 20-25 сантиметров. Вот, и сама магистраль тоже стала короткая. Вот, а в первоначальной установке где-то сантиметров 60-70 магистраль где-то сама была, из-под запаски, значит, шла. Потом там на редукторе ставится, значит, вакуумный, нет, где он тут? Тут вакуумный шланг, который в ресивер, вот он у меня вкручивается. Опять же, здесь он короткий в данный момент, а шел он
из-под запаски тоже был очень длинный, и шланги на отопление тоже были очень длинные, то есть много тепла терялось. В общем, ненужное совершенно какое-то было действие. Вот. Я переставил сюда, и вообще проблемы все ушли. Еще на зиму утепляю вот эту магистраль газовую. Так, ну ладно. В общем, сейчас я выкручу крышку и посмотрим на наш фильтр. Итак, снял крышку. И тут просто ужасное состояние. Он полностью забитый, вот этой вот серой. Вот. Так, извиняюсь. Хотя, хочу сказать такой момент, что я вот на нем 10 тысяч отъездил, я заправлялся на одной единственной заправке. Ну, вернее, на одной и той же фирме, Газпром, газовые заправки. Вот, я им, в принципе, доверяю, да и машина нормально все едет. Вот. У меня одна рядом с домом газпромовская, одна по дороге на работу. Ну, вот такое состояние. Сейчас я покажу, а вот посмотрите сюда теперь. Сейчас. Смотрите, что здесь творится. 10 тысяч километров. Вот полностью все, и весь канал, все там вот, видите? Все, значит, в этом говне. Я сейчас буду все это выгребать. Вот. Собственно, еще пару мыслей скажу. Так, прокладка вот зелененькая, ее бы не потерять. Значит, сам фильтр в таком вот состоянии отличном. Из него прям все сыпется. Ну а вот, собственно, новый фильтр. Вот если их сравнить. Чистенький, желтенький и этот черный. Наверное, вообще ничего не пропускал. Но мы не зря посмотрели перед этим. Значит, давление газа. Так, сейчас. Значит, вот эта прокладка, она вылезла вместе с фильтром. Это она вниз колодца вставляется, на нее вставляется фильтр. Вот сверху зелененькая, прижимает крышку. Так, сейчас я все очищу и будем вскрывать второй фильтр. Так, колодец для фильтра я почистил. Значит, вот сбоку отверстие. Это у нас подача газа из баллона идет. И вниз дырка. Это уже, собственно, непосредственно в редуктор. Очищенный газ должен идти. Но у нас туда тоже засыпалось значительное количество вот этой вот ерунды всей. И вот, значит, шланг, где мы сняли, значит, фильтр тонкой очистки. Я вот в него сейчас буду дуть. Не знаю, как сделать, чтобы было удобней. Видно? Вот. Из него, значит, вылетает вот это все говно. Чтобы оно дальше там в редукторе не оставалось, я его сейчас выдую. Вот. Постараюсь как можно больше. Опять протру все. Дальше сделаем следующее. Я открою там на пару секунд вентиль на баллоне и продую вот этот еще канал, чтобы из него тоже говно все повылетало. Итак, с нижнего отверстия я выдул. Грязи было очень много, вот этой серой. Вот. Заткнул отверстие. И сейчас пойду, значит, открою вентиль на баллоне. Вот, я, к сожалению, показать не смогу, потому что надо и камеру держать, и идти, значит, вентиль откручивать и закручивать. Там, ну, секунд на 3-4, наверное. Итак, вот столько вылетело. Ну, в принципе, немного вот этой серой, когда я открутил там вентиль на баллоне. Но, тем не менее, вот эта гадость была бы вся уже в новом фильтре. Вот, сейчас я ее соберу и будем устанавливать новый фильтр. Так, ну теперь уже все почищено. Ставим прокладку маленькую.
Ставим наш фильтр. Так, прокладку устанавливаем под крышку. Все я протер, все прокладки, саму крышку. Собственно, начинаем закручивать. Закручиваю болты сначала я рукой, а потом уже ключом. Рукой до упора, в принципе, ну, чтобы не сорвать резьбу, так как, собственно, редуктор алюминиевый сам. Вот. Ну и сильно тянуть тоже не надо. Вот. И еще по прокладкам я их меняю через раз. То есть вот сейчас я поменял фильтр, прокладки не трогал. В следующий раз я буду менять уже фильтр вместе с прокладками. Вот. И еще один момент такой есть. Вот эта вот сера, которая здесь на фильтре, значит, присутствует. Некоторые говорят, что это, значит, газ вступает в реакцию с вот этой медной трубкой, которая у нас идет от баллона в редуктор. Вот, вступает в реакцию и образуется вот это вот сера, вот это вот говно. Вот, и что вроде сейчас используются такие какие-то, ну, типа резиновые шланги, там очень прочные, высокого давления, вот, в качестве магистрали. Они там бывают 6 мм, 8 мм. И вот те, кто их ставит, вроде забывают вот про эту серу. Ее практически нету, и фильтр практически всегда чистый. Вот я сам не пользовался таким никогда, опыта нету в этом плане. Вот мне интересно, если кто-то из вас, кто смотрит это видео, у кого-то установлена такая магистраль, вот, ну, в комментариях напишите, так ли это, действительно ли использование такого шланга, оно, значит, предотвращает вот такое вот отложение серы. Итак, вот, значит, старый фильтр тонкой очистки и новый. Сейчас старый разрежем, посмотрим, что внутри, в каком он состоянии. Ну и, собственно, и после установим новый. Устанавливать, ну, тут, в принципе, все интуитивно просто. Вот стрелочка, то есть сюда шланг одеваем, тот, который идет у нас с редуктора, а сюда тот, который у нас идет на форсунки на газовые. Итак, фильтр воздушной фазы, паровой, вернее, я распилил. Вот часть, которая вклеена. И, собственно, сам фильтр я вот тут ножовкой пропилил, но он достаточно чистый. Вот. В принципе, он мог бы еще ходить, хотя он отходил столько же. Я их меняю в одно и то же время. Значит, и один, и другой фильтр. Но тот вот вы видели, какой был грязный весь. Этот достаточно чистый. Вот, я даже удивился. В принципе, можно было и не менять. Но страшного ничего не произойдет, конечно, что мы его поменяли. Только плюсы. А вот внутри, значит, фильтр самого корпуса. Вот есть прям такие масляные отложения, конденсаты, густой-густой. Вот он даже сейчас жарко, что-то порядка 30 градусов на улице. Вот, а он такой, знаете, как пластилин. Вот, и вот эта гадость может вся попадать в форсунки и намертво их забивать. Ну, в данном случае с своей работой он справился. Остался чистенький даже практически. В моем случае весь мусор, всю грязь
на себя взял, значит, фильтр грубой очистки, оставив этот фильтр практически в идеальном состоянии. Вот. Ну, я, наверное, для себя попробую эксперимент такой провести, что фильтр грубой очистки я буду менять, ну, может быть, там через 6, через 7. Ну, а этот, в таком случае, буду использовать где-то, ну, не конкретно этот, естественно, тот, который поставил, буду использовать на 1015. Вот, то есть я, наверное, запишу следующее видео через 15 тысяч пробега. Вот, и за это время я поменяю через 7 тысяч, 7,5, поменяю фильтр грубой очистки. Вот, тот, который мы поставили уже. Собственно, поменяю, ну, вернее, поменяю, значит, фильтр грубой очистки через 7,5 тысяч километров. Вот, и уже через 15 тысяч я сниму и один, и второй фильтр. Вот, установлю новые, а старые, собственно, разрежу, посмотрю, в каком они состоянии. Потому что у меня такое, значит, впечатление складывается. Я вот никогда их раньше не вскрывал, вот эти вот фильтры. Я их выкидывал, новые ставил. Что если грубой очистки фильтр менять не как я каждые 10 тысяч, когда он уже засранный весь, а там тысяч через 7, 7,5. Вот, а этот менять через 15 тысяч, то в принципе он будет со своей работой вполне справляться, потому что он вот 10 тысяч прошел, он чистенький. Вот, ну, в общем, посмотрим, такой эксперимент для себя проведу. Итак, второй фильтр я установил, все хомуты затянул. Собственно, все правильно, стрелочка показывает на форсунке. Все, сейчас пойду откручу вентиль на баллоне, и мы зайдем, подключимся, значит, собственно, к газовым мозгам. Вот. И посмотрим, что у нас получилось. Итак, давление у нас после того, как мы поменяли оба фильтра, стало где-то примерно 1,2 барреля. Вот, чуть меньше 1,18, где-то 1,20, вот так. Ну, в принципе, неудивительно. Фильтр жидкой фазы, он был полностью забит, поэтому давление было маленькое. Вот. То есть свидетельствует о том, что, в принципе, фильтр этот нужно менять чаще. Вот. Чаще, чем вот я менял каждые 10 тысяч. Ну, надо тысяч там 7 хотя бы менять. Ну, в зависимости, опять же, от заправки, где вы заправляетесь. Вот, потому как, значит, настройка производилась с каким-то одним давлением рабочим. Обычно это, если вам где-то в сервисе меняли, да, ну, устанавливали газ, какое-то оборудование. Вот, там поставили новые фильтра, все, потом настроили на определенном давлении. Вот, прошло время, фильтры засираются, давление меняется, соответственно, неправильная работа всей системы идет. Вот, также момент такой учитывайте, что если вы собираетесь делать какую-то настройку газа, проводить, то желательно поменять фильтры, чтобы вы произвели эту настройку с нормальным давлением, с рабочим, то, которое у вас должно быть. Потому что если вы на старых фильтрах произведете настройку, вот, потом поменяете фильтры там через какое-то небольшое время, у вас будет совершенно другое давление, и у вас система будет опять же работать неправильно, придется опять делать настройку. Вот, поэтому, значит, имейте это в виду, вот, что, собственно, частота фильтра, от частоты фильтра, вернее, напрямую зависит правильная работа всей, значит, газовой вот этой системы. Ну, собственно, на этом все. Самое основное, что я хотел показать, то есть давление, как оно меняется в зависимости от старых, там, грязных фильтров и новых. Я показал, мы с вами увидели. Ну, вот, на этом все. Всем пока.
Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Смотрите предыдущее видео. И подписывайтесь на канал. До встречи.